В современной Японии сейчас все по-другому. Человечество сильно выросло, и власть его народа, известного как знать, практически исчезла с лица земли. Как и прежде, эти могущественные существа, известные как знать, были у власти, и когда-то люди поклонялись им и даже относились к ним как к правителям, а иногда и как к богам. Даже боги. Но это было примерно 820 лет назад. И здесь Рай изо всех сил старается воссоздать хотя бы малую толику того, что он помнит из своего времени, чтобы сохранить верность своему наследию. Но при этом он должен стараться быть обычным учеником в старшей школе, хотя на самом деле он самое могущественное существо в мире, когда-либо существовавший. И в то же время за ним следует преступная группировка, которая презирает власть, которой обладают дворяне, и славу, которой они обладали над человечеством. Все начинается на маленькой лодке с группой людей из Союза, которые находят гроб в глуши и забирают его. Его отвезли на заброшенный склад. В течение нескольких часов они пытались открыть гроб, однако что бы они ни делали, он не открывался. Так что они просто оставили его на ночь и сказали, что попробуют еще раз завтра. Однако в ту же ночь, как только взошла полная луна, Рай, самый могущественный в своем роде, внезапно проснулся. На следующий день Рай немедленно отправился на поиски своего помощника по имени Франкенштейн, который в то время был директором школы. Но когда Рай прибыл, его встретил другой ученик, парень по имени Шинву, который опоздал в школу, и ему не разрешили войти в ворота. Он поприветствовал Рая, а затем спросил себя, почему он никогда раньше не видел ученика с такой внешностью. Но пока он думал, кто бы это мог быть, ворота открылись, и мальчик волшебным образом исчез. Рай направился прямиком в кабинет директора, так как почувствовал, что в здании находится его помощник Фрэнк. И пока Рай стоял снаружи, собираясь постучать, Франкенштейн уже почувствовал его присутствие, немедленно открыл дверь и опустился на колени, чтобы встретить его, называя Рая своим хозяином и приветствуя его возвращение в страну живых. После этого Франкенштейн рассказывает Райт, что прошло 820 лет, и он терпеливо ждал его возвращения. Рэй спрашивает Фрэнка, как они это называют, и Фрэнк говорит ему, что сейчас 21 век. И из-за долгого сна Рэя он чувствует, что ему нужно получить образование по современным, поэтому он спрашивает Франкенштейна, может ли он учиться здесь. Позже Рэй приходит на урок, и здесь учитель приветствует его и знакомит с остальным классом. Затем Рэй представляется своим полным именем. Кэдди – специалист по травмам Райсел. После его представления Шинву выкрикивает, что это тот самый мальчик, которого он видел раньше, но он случайно растворился в воздухе. Учитель говорит Шинву, что Рай будет сидеть рядом с ним, так как Шинву уже знал о нем в начале занятий. Но это заставляет всех девочек пялиться на Шинву из ревности. Тем временем двое мужчин из организации под названием «Профсоюз» возвращаются на заброшенный склад и обнаруживают, что гроб унесли. Эти двое мужчин известны как М-21 и М-24, и именно они ответственны за то, чтобы забрать гроб. Однако, когда они приехали, его там уже не было, и они оба разозлились на сторожа, который присматривал за гробом. Они подумали, что этот человек солгал о местонахождении гроба. Однако, чтобы проверить, говорит ли он правду или нет, М-24 кусает мужчину за шею, и это раскрывает часть воспоминаний сторожа. И в своей голове он может увидеть женщину-свидетеля в своей памяти и использовать это, чтобы выследить ее и найти ту женщину, чтобы они могли получить ответы, которые искали. После того, как сторож, которого укусил М-24, превратился в какого-то монстра и теперь работает на организацию. После этого, вернувшись в школу, Рай был в столовой с Шинву, и все девочки пялились на него. И вот здесь Шинву так удивлен, что Рай даже не знает, что такое лапша рамен, и никогда раньше не слышал ни об одном из этих популярных японских блюд. Так что Шинву помогает ему разобраться во всем этом, а также пробует еду на вкус. Но в глубине души Рай думает, что это яд или может быть ловушка, но после того, как попробует, это становится его любимым блюдом. По дороге домой из школы Рай гуляет с Шинву и Я Могу, и они слышат крики, доносящиеся из-под шоссе, и вот мы видим ученика по имени Юна. На нее напал монстр, который был укушен М-24, монстр выследил Юну, поскольку она была свидетельницей в снах до того, как гроб был унесен. Итак, Шинву быстро подбежал к монстру как настоящий маньяк и ударил его ногой в лицо, как Брюс Ли, повалив монстра на землю и спасая свою подругу Юну. В этот момент остальные видят, как монстр поднимается на ноги и пугаются, и все они быстро убегают. Однако Рай даже не обратил внимания на монстра и стоял совершенно неподвижно. Его глаза начали светиться красным, и он почувствовал что-то за углом, и это были М-21 и М-24, которые прятались. После этого они оба поняли, что в Рае есть что-то особенное, так как он не похож на обычного парня. И они понятия не имеют, что он это был тот, кто вышел из гроба, которого они ищут. После того, как они убежали, они находят безопасное место в парке. А после этого М-21 и М-24 были замечены в переулке с монстром, которого они создали. И они решили, что следовать за Юной по-прежнему лучший план действий, поскольку она единственная, кто видел, что произошло и что вышло из гроба той ночью. Пока они разговаривают, мы узнаем, что эти двое сотрудничают с другими людьми в организации под названием «Профсоюз». И эта организация занимается множеством сомнительных вещей, таких как эксперименты на людях, чтобы попытаться создать людей со способностями. Точно так же, как М-21 и М-24. И в результате М-24 теперь какой-то вампир со сверхсилой, а М-21 демон-оборотень.
здесь мы знакомимся с двумя другими людьми из группы Sketchy Organization по имени Джейк и Мэри, которые являются начальниками четверок М-21 и М-20. И они говорят им, что они должны найти гроб как можно скорее, в противном случае они будут устранены, поскольку они всего лишь подчиненные, созданные организацией. И они не могут быть использованы. С ними обращаются как с никчемными подонками. В ретроспективном кадре мы видим штаб-квартиру организации, где были созданы М-21 и М-24. И они получили приказ забрать гроб, так как Джейк знал, что в нем находится могущественный аристократ. Но узнав о силе внутри гроба, М-21 и М-24 собирались забрать силу из гроба и использовать ее против организации, чтобы отомстить за то, что они сделали с их и других в лаборатории, где с ними обращались как с отвратительными маленькими лабораторными крысами. После нескольких дней поисков гроба, М-21 и М-24 снова увидели Рая и его одноклассников. И когда они смотрели вниз с самого высокого здания в городе, М-21 был потрясен, когда Рай уставился на них с земли, и они встретились взглядами. Именно в этот момент их другие коллеги Джейк и Мэри прибывают на вершину здания, и Джейк разрабатывает план по устранению Шинву и его одноклассники. Единственные свидетели того, что происходит в организации, и никто, кроме членов организации, не должен знать о существовании этих монстров и экспериментов. По дороге домой к Шинву и его друзьям обращается организация, и тут появляется Джейк, и на них также нападает М-21. Джейк впечатлен боевыми навыками М-20, но М-21 говорит Джейку, что один из их одноклассников все еще числится пропавшим без вести, и он тот самый М-21, тот, кого им нужно запечатлеть больше всего. Однако Рай сидел со своим помощником Фрэнком, и пока они разговаривали, Фрэнку позвонили, и это был номер Шинву. Но это было сообщение, отправленное Джейком, так как он захватил их учеников на складе. С другой стороны, монстр как раз собирался съесть его одноклассников, однако Шинву вовремя встал, чтобы спасти их, и они бросились бежать. Тем временем Райан Франкенштейн отправился на поиски Шинву и остальных, и хотя сообщение было неясным. Франкенштейн что-то знал, был неправ и должен найти их до того, как что-то случится с его учениками. Пока Райан Фрэнк летит к месту назначения, мы видим, как Шинву, Я Могу и Юна вбегают в лифт. А Джейк начинает злиться и убивает монстра, созданного М-24, так как он был бесполезен, и начинает брать дело в свои руки. Когда Джейк добирается до лифта, он хватает Шинву, и они начинают драться. Однако из-за того, что Джейк сильно модифицированный человек, обладающий сильными сторонами во всех областях, у Шинву не было ни единого шанса, так как он всего лишь обычный студент. Но он все равно старался изо всех сил, чтобы победить Джейка в одиночку. С другой стороны, М-24 стоит на заднем плане, когда Шинву умоляет Джейка не причинять вреда его друзьям, а Шинву говорит Джейку, что не позволит ему этого сделать. И это услышал М-24, который помнит, что Джейк сделал с ним и его друзьями в штаб-квартире организации. Так что М-24 не мог стоять в стороне и смотреть, как Джейк делает это снова, и поэтому он подходит к Джейку и наносит ему самый впечатляющий удар в челюсть. И в этот момент М-24 официально вышел из-под контроля. М-21 сразу же узнал об этом, так как они были подключены к одному и тому же сигналу через наушники. Услышав, что только что сделал М-24, Мэри внезапно напала на М-21, и между ними завязалась крупная ссора. В это время Джейк встает на ноги и мгновенно атакует М-24. Но хотя М-24 слабее Джейка, ему все же удается схватить Джейка и нанести себе удар «Вставай». Тем временем М-21 все еще сражается с Мэри и практически бесполезен против нее, и она совершает несколько безумных движений и побеждает М-21, называя его немного туповатым, а также одновременно оскорбляет его друга М-24, называя их обоих неудачными экспериментами и уродливыми никчемными сиротами. Когда она поджаривала М-21, она как раз собиралась прикончить его. Однако именно в этот момент внезапно появляется Франкенштейн и хватает Мэри как раз вовремя, а Рай также следует прямо за ним. После того, как М-21 снова увидел Рая, он снова испытал странное чувство и понял, что с ним что-то изменилось. После этого Франкенштейн спрашивает Мари, где ученики, но Мари говорит им, что они не могут спасти их, так как Джейк захватил их в плен, и они уже опоздали. Но как раз в этот момент М-21 думает, что Рай мог бы спасти М-24, если бы он добрался туда вовремя. Поэтому он сообщает Рай местонахождение, а после предупреждает Фрэнка и Рая убираться отсюда, так как он хочет снова встретиться с Мари. Но Рай не позволяет М-21 драться, так как знает, что М-21 проиграет, и вместо этого приказывает Фрэнку позаботиться о Мэри. И он хочет, чтобы М-21, чтобы указать ему местонахождение Шинву и остальных. Через несколько минут после взрыва Джейк встал, но Москва-24 нигде не было видно. Именно в этот момент Джейк снова сталкивается с Шинву, называет его слабым, отвратительным смертным человеком и говорит Шинву, что ему нравится убивать таких ничтожеств, как он. Но как раз в тот момент, когда Джейк собирался покончить с ними, появляется Рай, и Джейк вспоминает о последнем студенте, которого не было рядом, когда они встретили Шинву. Затем внезапно М-21 кричит и нападает на Джейка изо всех сил. Но опять же Джейк намного сильнее, так что М-21 просто терпит поражение от противника. В этот момент сцена меняется на Мари и Франкенштейна. И здесь мы видим Мари, которая становится свидетелем того, насколько силен Фрэнк. И впервые за много лет она вынуждена принять свой истинный облик из-за силу Фрэнка и его благородные способности, которые повергают врага в шок. После того, как я увидел истинный облик Мэри, Франкенштейн усомнился в своей победе. Однако именно
Именно в этот момент Рай разрешил Франкенштейну сломать свою печать в первый раз. И это полностью раскрывает его потенциал как дворянина, и мы видим, как он обретает огромную власть, и Мари мгновенно начинает бояться его и не может поверить в происходящее. После этого Франкенштейн поджаривает Мари, говоря, что вся организация началась с дворян, так как они просто пытаются скопировать то, что делали дворяне, желая стать такими же богами, как они. Но Фрэнк сказал, что они всего лишь жалкие обычные люди, обладающие способностями лабораторных крыс, и никогда не смогут по-настоящему править людьми, поскольку у них просто злые намерения. А потом он внезапно атакует ее взрывом сверхэнергии, который взрывает все здание и разбивает стекла вокруг него, и Мари ничего не может сделать об этом. Тем временем Джейк побеждает М-21, так как М-21 слишком слаб, чтобы сражаться дальше, и в результате остается только Рай, как последний оставшийся там. Джейк подходит к Рай и думает, что Рай боится его, так как Рай даже не смотрит Джейку в глаза, а Джейк смеется над тем, как он напуган. Джейк продолжает смеяться и издевается над Раем, обзывая его разными именами и рассказывая Рай Нилу. Однако Рай не произносит ни слова, а затем использует свои оперативные способности и может заставить Джейка Нила почувствовать себя немного лучше, чем он есть на самом деле. И Рай даже пальцем его не тронул. Увидев такую силу, М-21 потрясен и понимает, что он должно быть тот самый, о ком все это время говорила организация. И кто должно быть является скрытой силой в гробу, известной как Наблес. После того, как Джейк выставил себя перед всеми маленькой сучкой, он снова пытается встать, но каждый раз, когда он пытается, Рай просто разбивает его голову об пол с помощью своего контроля сознания. После этого Шин Ву пытается окликнуть Рая, предупреждая его быть осторожнее, но Рай не хочет, чтобы они знали, кто он на самом деле и на что способен. Поэтому он усыпляет их с помощью контроля сознания, и именно тогда Джейк наконец превращается в свою лабораторию форма для экспериментов с крысами. И мы впервые увидим монстра, спрятанного внутри него. Джейк превращается в огромного демонического зверя, обладающего невероятной силой, и в существо, которое было создано для решения серьезных проблем, таких как Рай. Однако даже после этого превращения Джейк все еще не может даже прикоснуться к Рай. И Рай снова заставляет его встать на колени, даже когда Джейк находится в своей демонической форме монстра. Затем Джейк пытается в последний раз и собирает все свои силы, чтобы нанести мощный удар Рай, но Рай просто блокирует его. Всего в нескольких дюймах от его лица, а Джейк до сих пор не предпринял никакого физического контакта с Раем, каким бы сильным он ни был. Увидев, как Джейк пытается убить Рая, Рай берет дело в свои руки и говорит Джейку, что он заплатит за все свои грехи собственной кровью. И именно в этот момент Рай уничтожает Джейка и разнесет его на миллиард кусочков, и все здание заливается красным, и он полностью теряет сознание. Стерт из вселенной, как будто он вообще ничем не был. Тем временем у черта на куличках армия вооруженных людей подверглась нападению группы нападавших под названием «Пятерка окружного прокурора», которые принадлежали к группе, известной как Союз или иначе известной как Организация. Пятеро нападавших из окружного прокурора Тао, Шарк, Хаммер и их лидер Кранц легко смогли уничтожить все вооруженные силы, используя свою сверхъестественную силу, и успешно захватили старшего научного сотрудника. Поскольку задание было успешно выполнено, пятерка окружных прокуроров решила отправиться в Японию для выполнения следующего задания от профсоюза. Тем временем где-то в Японии двое старшеклассников, Шин Ву, также известный как Ташира, и его лучший друг Икан, или Мен Абу Кейс, возвращаются обратно в старшую школу. Их встречает стайка девочек, окруживших недавно назначенного охранника школы, которого зовут М-21. Издалека наш главный герой Рай получает заверение от своего слуги Франкенштейна, также известного как Фрэнк, о том, что память Тишира была перезаписана. Поскольку Тишира ранее знал, что М-21 был сверхчеловеком. Накануне вечером М-21 устроился на работу охранником, потому что раньше состоял в профсоюзе, но они преследовали его и его друга М-24, потому что у них были особые способности, и профсоюз посчитал их неудачными экспериментами. Так вот, М-21 должен был держаться в тени. Сейчас, в настоящее время, Фрэнк, который также является директором школы, позволяет своему учителю Ри притворяться учеником старшей школы, хотя он самый благородный. Ри хочет узнать о технологиях, которые продвинулись вперед за последние 820 лет. Когда Ри заходит в класс, он быстро подруживается с Таширу и рисует кошачью мордочку на его повязке. Во время обеда Рай восхищается смартфонами, видя, как ученики фотографируют и разговаривают на расстоянии. На перемене Рай разговаривает с Фрэнком и М-21, выражая свое желание иметь телефон, как у всех остальных. На следующий день Ташира и Манабу удивляются, увидев Рай с самым новым и лучшим смартфоном. Во время обеда появляется здоровенный парень на шикарной машине и начинает затевать драки со студентами на спортивной площадке, разыскивая Тишира. Когда они слышат шум, Тишира, Рай, Манабу и другие студенты бросаются к ним. 21 год наблюдает за происходящим издалека, но не решается вмешаться, потому что ему нужно держаться в тени. Через некоторое время уборщик постарше пытается вмешаться, но здоровяк приходит в ярость и готовится нанести удар. Ташира бросается на защиту уборщика, используя свою повязку, чтобы блокировать удар. Здоровяк узнает Ташира и говорит, что искал его, утверждая, что Ташира приставал к его девушке. Ташира все пытался объяснить, что его девушка неправильно поняла его, но здоровяк
здоровяк был полон решимости избить его. У Таширо не было другого выбора, и ему пришлось отбиваться, и здоровяк нанес несколько ударов, прежде чем Таширо смог нанести апперкот. Как раз в тот момент, когда ситуация накалялась, Рай вынужден был вмешаться и заставить М-21 вмешаться. М-21 быстро появился перед большим парнем и легко подчинил его. Испугавшись, большой парень велел своим друзьям отступить, а сам поспешно дал задний ход на своей спортивной машине, чтобы скрыться. Позже в тот же день Фрэнк извинился перед М-21 за то, что непреднамеренно привлек к себе внимание, когда его целью было залечь на дно. Тем временем в Японии пятерка окружного прокурора, группа нападавших ранее, стояла на небоскребе, осматривая окрестности, прежде чем привести свои планы в действие. На следующий день, когда М-21 уже собирался закрыть школьные ворота, к нему подошли двое беловолосых учеников. Они попросили М-21 отвезти их к Фрэнку, директору школы. Понимая, что они дворяне, Фрэнк пытается вести себя как обычный человек и зачисляет их в старшую школу. Однако он сообщает Рай о новых учениках, которыми являются Рёджис и Сара. Когда они вошли в свой новый класс, Рёджис наложил в штаны, почувствовав демонизирующую ауру, исходящую от Рай. И поэтому он решил задержаться с ним еще немного. В кафетерии Рёджис находит Рай интригующим. Таширо замечает, что Манабу влюблен в Сару и делится с Раем своим планом, как свести их вместе. Тем временем Фрэнк и М-21 едут обратно домой. По дороге М-21 расспрашивает Фрэнка о дворянах, которые были могущественными существами и были востребованы Союзом. В отличие от Союза, который использовал научные методы для извлечения силы из людей, дворяне обладали врожденной силой. Фрэнк добавляет, что много веков назад дворяне появились в тяжелое время нужды человечества, и дворяне посвятили себя защите человеческой расы, поскольку они были сравнительно сильнее и обладали уникальными способностями. Именно по этой причине Фрэнк предполагает, что Рёджис избегал драться с ним, потому что считал его обычным человеком. А 21-й насмехается над идеологией дворян, но Фрэнк уверяет его, что у некоторых дворян другой образ мышления. Они верят, что по мере развития общества люди больше не нуждаются в заботе высшей расы. М-21 спрашивает, были ли Рай и Фрэнк самыми благородными, и Фрэнк двусмысленно сообщает ему, что он был прав и в то же время не прав. Придя домой, Фрэнк без особого удовольствия обнаруживает Реджиса, Сару и Рая вместе со своими друзьями, слоняющимися вокруг его дома. Не в силах скрыть свои эмоции, он убегает на кухню мыть посуду. Увидев, что М-21 живет с Фрэнком, Таширо предлагает Фрэнку также позволить Реджису и Саре пожить в его доме. Фрэнк нерешительно соглашается, так как его хозяин Рай позволяет им двоим остаться. Вернувшись на кухню, Фрэнк извиняется перед М-21 за то, что привел с собой еще компанию, когда хотел не высовываться. М-21 смиренно благодарит Фрэнка за все, что он сделал, и помогает вымыть посуду. Сара входит в комнату, чтобы предложить свою помощь, но Фрэнк уверяет ее, что у него все под контролем. Когда она уходила, Сара заметила цифру 21, вытатуированную на руке М-20. На следующий день она сообщила Реджису о татуировке и предположила, что М-21 был экспериментальным объектом профсоюза, так как профсоюз нумеровал своих испытуемых. Полагая, что исчезновение шкатулки Ноблеса было связано с внезапным появлением М-20, Рёджис решает проследить за М-21. М-21, Регис спрашивает его, что ему известно о событиях, связанных с исчезновением шкатулки. М-21 пытается солгать о своей причастности, но Регис не купился на его ложь и убеждает М-21 раскрыть виновных в исчезновении шкатулки. Полагая, что Регис не знал о том, что благороднейший уже на свободе, М-21 пытается раскрыть недостаточную информацию. Устав от этого, Регис решает использовать контроль сознания, но М-21 уклоняется от этого и превращает свои руки в когти. Пока они сражаются, Сара сообщает Регису о ее сложной ситуации. За несколько минут до этого Таширо, Манабу, Рай и Сара возвращались домой. Таширо пытался подвести Манабу поближе к Саре, но внезапно столкнулся с группой незнакомых мужчин. Они попросили Таширо выполнять их приказы, угрожая ножом Раю. Услышав это, Рёджис и М-21 направляются к Таширо и обнаруживают, что он сражается с толпой. Рёджис пытается вмешаться, но М-21 останавливает его, сообщая, что Сара в безопасности. Более того, он говорит Реджису, что люди уже не так слабы, как раньше. Когда главарь банды достает пистолет, М-21 защищает Сиро. Толпа, проиграв битву, оставляет Таширо и его друзей в покое. Когда они ночью возвращаются домой, М-21 сообщает Регису, что люди не нуждаются в руководстве знати, и что люди сейчас более независимы, чем были столетия назад. Несмотря на то, что между ними по-прежнему возникают небольшие трения, Рёджис и М-21 помирились после предыдущей ссоры. Когда они возвращаются домой, Рёджис сообщает М-21, что некоторое время будет присматривать за ним. Более того, все еще веря, что Фрэнк был обычным человеком, Рёджис использует контроль сознания, чтобы заставить Фрэнка забыть о разговоре, который у него был с М-21. Чтобы заставить Реджиса поверить, что это сработало, Фрэнк ведет себя так, словно его разум находится под
под контролем. Более того, Регис также использует свои способности на Рае, но не уверен, что его сила вообще сработает на Рае из-за невыразительного характера Рая. Где-то в другом месте пятерка окружных прокуроров из Союза расследует исчезновение шкатулки, и по словам Тао, из пятерки окружных прокуроров, событие, связанное с исчезновением, по иронии судьбы, было замаскировано полицией как психическое буйство, несмотря на то, что оно очевидно было вызвано людьми со сверхчеловеческими способностями. Более того, поскольку Джек и Мари, превосходные модели сверхлюдей, были посланы исследовать гроб, находившийся перед ними, они предположили, что Джек и Мари все еще ищут пропавший гроб, поскольку они не сообщили об инфекции, которую создали М-21 и М-24. Более того, после того, как они ничего не узнали о текущем статусе М-20 единиц и М-24, они предположили, что они оба живы, и начали их искать. Тем временем, вернувшись в старшую школу, Манабу ругает Ташира за то, что он часто ввязывается в драки. И он начинает цепляться за Реджиса, заставляя Ташира поверить, что у него было что-то для мужчин, а не для женщин. В доме Манабу, будучи компьютерным гиком, получает задание от своего дяди, который служит в полиции, провести проверку безопасности сервера полицейского управления. Во время проверки безопасности Манабу сталкивается с Тао из Da5, который пытался взломать сервер полицейского управления. Они оба постепенно начали проникаться уважением друг к другу, так как не нашли никого, кто был бы таким же занудой, как они. И они продолжали превосходить друг друга, посылая атаки по интернету. Сервер ходит туда-сюда. Во время напряженной битвы безмозглый Таширо испортил все веселье, случайно зацепившись за шнур питания ноутбука, из-за чего ноутбук Манабу выключился. Манабу ругает Таширо за то, что тот не использует свои мозги и выходит из комнаты, чтобы сообщить своему дяде об атаке на сервер. Когда Манабу выходит из комнаты, Таширо берет под контроль ноутбук Мену и начинает читать чаты Мену. Тао, впечатленный навыками Мену, начинает общаться с Мену, не зная, что сейчас за ноутбуком сидел Тиширо. Тиширо начинает испытывать подозрения, когда Тао рассказывает, что он 24-летний мужчина, заставляя Таширо еще больше поверить в то, что Манабу увлекался парнями и даже стариками. Пока Тиширо был занят разговором, Манабу подкрадывается к Таширо с божественным холодом в глазах, который заставляет Таширо сглотнуть от страха и молить о пощаде. Тем временем Тао, почувствовав, что Манабу не реагирует, докладывает Кранцу, лидеру пятерки Да, о том, что местонахождение 20 человек. Поскольку Тао смог обнаружить его, взломав городские камеры. Выслушав отчет, Кранц приказывает Хаммеру и Шарку задержать М-21, используя все возможные методы, чтобы захватить его живым. Тем временем в доме Фрэнка М-21 и Реджис продолжали спорить друг с другом. И, наконец, через некоторое время, когда М-21 собирался рассказать о его разговор с Реджисом, М-21 прерывает Фрэнк, который в конце концов теряет самообладание и приказывает Реджису и М-21 убрать все обертки, которые они бросили на пол. Реджис, будучи надоедливым мальчишкой, приказывает Фрэнку, чтобы Рай тоже участвовал в уборке пола. Фрэнк, не решаясь попросить своего хозяина убрать, начинает переводить разговор на Сару, но Реджис снова возвращает разговор к Рай. Раздраженный визгом Реджиса, Рай с отсутствующим выражением лица встает и начинает помогать Реджису убирать беспорядок. На следующий день Фрэнк открывает поддельный банковский счет в М-21, который профсоюз не смог отследить, и переводит на этот банковский счет свою первую зарплату. На следующий день по пути куда-то М-21 встречает Шарка и Хаммера, которые сразу же вступают в плохие отношения. Вскоре после этого завязывается битва, которая заканчивается полностью односторонней, так как Шарк легко может превзойти М-21. Через некоторое время бой прерывается Реджисом, и Сара, наткнувшись на М-21, была полностью ранена. Спровоцированный руганью Реджиса, Шарк наносит сильный удар в сторону Реджиса, который блокируется М-21, стоящим перед Реджисом и отражающим атаку. Вскоре после этого Кранц вскакивает и ругает Шарка за то, что он переборщил с М-21, хотя он приказал ему взять его живым, чтобы защитить Реджиса и Сару, а также узнать о своих предыдущих товарищах. М-21 соглашается присоединиться к пятерке окружного прокурора, поскольку он действовал как член профсоюза. Поскольку пятерка окружного прокурора все еще считала его агентом профсоюза. Реджис также верит в то, что М-20 выступает в роли агента профсоюза и приходит в ярость, так как чувствует, что его предали. Тем временем Манабу снова проверяет безопасность полицейских серверов и на этот раз возвращается готовым противостоять вторжению Тао на полицейский сервер. Как и ожидалось, Тао снова появляется и отправляет шквал вирусов на устройство Тао, заставая его врасплох. Тао, впечатленный нападением Манабу, отслеживает данные Манабу, находит его местонахождение и решает навестить его в ближайшее время, чтобы подружиться с ним. Возвращаясь к Реджису, добравшись до особняка Фрэнка, Реджис и Сара сообщают Фрэнку о предательстве М-20, заставляя Фрэнка волноваться, что М-21 может что-то сделать. Передайте информацию о Райс профсоюзу после вступления в него. Где-то в уединенном месте 5 членов окружного прокурора задерживают и пытают М-21 в попытке выведать информацию о его миссии по возвращению гроба, а также о Джейке и Мари. Поскольку М-21 не сдвинулся с места, окружной прокурор решил оставить его на некоторое время и дать ему время подумать. Перед уходом Такео сочувствует состоянию М-20 и предлагает ему воды, что удивляет М-21 и остальных членов окружной прокуратуры. Выпив воду, М-21, используя ложные сведения окружной прокуратуры о том, что он все еще является агентом профсоюза, соглашается сотрудничать. И он только обещает раскрыть информацию при условии, что 5 членов окружного прокурора расскажут
раскроют ему данные о его коллегах по неудачным экспериментам, таким же, как он сам. После того, как он согласился на сделку, М21 воспользовался тем, что является единственной зацепкой в их деле, и выторговал еду. Кранц просит Хаммера разделить с ним его жирную лепешку из Макдональдса, но вместо этого М21 требует от них миску рамена. Воспользовавшись паузой, Тао хвалит Тачио за гуманный подход к работе в своей группе, поскольку он был единственным, кто сочувствовал М21. Но Тачио сообщает своим сородичам природа – это результат его воспоминаний о своей сестре. В школе Манабу удивляется внезапному исчезновению М20 и спрашивает Реджиса о М21. Видя, что Реджис по какой-то причине разозлился, Манабу планирует устроить вечеринку в особняке Фрэнка. Вскоре после этого Манабу получил сообщение от Тала с просьбой о личной встрече завтра. Так что на следующий день он оставил Таширо наедине с Сарой, чтобы они купили все необходимое для вечеринки. На следующий день, когда Таширо нес все необходимое для вечеринки, он заметил, что Таки избивают в переулке, и начал действовать, чтобы расправиться с хулиганами. Где-то в другом месте Манабу встречается с Тао и поначалу настороже, поскольку Тао был хакером-преступником, взломавшим полицейское управление. Но вскоре они сходят с ума из-за общего интереса к хакерству. Манабу считает, что они с Тао очень похожи, поскольку их окружают люди, которые не понимают их схожего хобби. В знак уважения Манабу называет Тао своим старшим братом, что делает Тао счастливым. После того, как он спас его из переулка, Таки благодарит Таширо за помощь и принимает его и Сару за пару. Торопясь добраться до особняка как раз к началу вечеринки, Таширо и Сара расстаются с Таки, которому это напомнило его младшей сестре, которая также была их ровесницей. Позже, чтобы понять, что значит быть старшим братом, Тао предлагает Таки помощь в поисках его сестры, которая была их ровесницей. Задержан профсоюзом. После долгого перерыва Шарк угрожает убить М21, если он еще раз промолчит во время допроса. Но Таки напоминает Шарку, что М21 – это его сестра. 21 был их единственным источником информации. Обличая свою всепрощающую натуру, Акула рассказывает, что он убил всех женщин и детей, которых Тачио пощадил в предыдущих миссиях. Услышав это, Тачио приходит в ярость и направляет пистолет на Акулу, но Тао останавливает его. Акула просит его отбросить жалость, так как у организации есть правило убивать всех возможных нарушителей. Позже в тот же день в старшей школе Рёджис замечает Акулу, которая наблюдала за ним издалека. Акула, понимая, что Рёджис ранее видел его, решает использовать его как пешку, чтобы выведать информацию у М21. Позже Рёджис встречается с Акулой и Хаммером, и начинается вавилонское столпотворение. Регис с легкостью превосходит Акулу в классе, поэтому Хаммер бросает бомбы, чтобы защитить Акулу. Затем он бросает Акуле таблетку под названием Ди, которая делает Акулу еще сильнее, чем раньше. Рёджис, который теперь может не отставать от него, решает использовать свои силы в полную силу и пронзает Акулу. Прежде чем нанести завершающий удар по Акуле, Рёджис останавливает свой молот и угрожает убить Манабу и Тиширо, если он не выполнит их приказы. Вернувшись на базу, Шарк встречается с остальными 5 членами окружной прокуратуры в М21 и показывает своих новых пленников. В особняке Фрэнка Сара поспешно уходит, почувствовав, что ее ментальная связь с Реджисом разрушена. Это означает, что Реджис был либо без сознания, либо мертв. Полагая, что Манабу и Тиширо тоже в опасности, Райан Фрэнк последовал за Сарой. Потерявший сознание, Реджис наконец приходит в себя и обнаруживает, что он в крепких наручниках и окружен 5 членами окружной прокуратуры. Полагая, что Реджис знал о шкатулке, Шарк пытается выведать о его отношениях с М21. Чтобы спасти Реджиса, М21 лжет об отношениях Реджиса с ним. Таширо и Манабу также просыпаются и понимают, что они уже встречались с некоторыми членами группы ранее. Таширо удивлен, увидев Таки, в то время как Акула высмеивает Тао после того, как Манабу называет Тао своим старшим братом. Однако ни один из них не ожидал увидеть среди членов клуба своего школьного охранника М21. М21 игнорирует призывы Манабу к объяснениям, поэтому Акула проверяет убежденность М20, угрожая избить Тиширо до смерти. Прежде чем что-либо могло произойти, вмешивается Тао, и Такио предлагает отпустить новых пленников после того, как они используют препарат, стирающий память. Однако Крен поддерживает решение Акулы убить их, поскольку любой потенциальный риск был неприемлем. Когда Акула приближается, чтобы пронзить Манабу, Тиширо пытается замедлить ее движение. Видя, что человечество 20 века зашло слишком далеко, Рёджис берет дело в свои руки и защищает Манабу. Затем Акула сбивает Реджиса с ног, а затем поднимает его и обрушивает шквал ударов на его лицо. Чтобы защитить Реджиса, Тиширо бросается и бьет Акулу. Тем временем, возвращаясь со всем меню KFC, Хаммер находит Сару на обратном пути в комнату для допросов. Хаммер бросает в нее бомбы, но Сара режет его тело. Затем он бросает еще несколько бомб, но Сара быстро расправляется с ним. Получив удар, Шарк отпускает Реджиса, чтобы расправиться с Тиширо. Таки протестует против действий Шарка, но Крен отправляет Таки расследовать взрывы на верхних этажах здания. М21 пытается освободить Таширо и других учеников, согласившись раскрыть информацию, но Крен отказывается оставлять свидетелей. Затем Шарк поднимает Таширо за шею
Раю, чтобы задушить его до смерти, в то время как М-21 начинает сомневаться в его решениях. М-21 был очень близок к выполнению своего обещания с М-24, обнаружив другие неудачные эксперименты, но теперь он оказался перед дилеммой. Минабу бросается на помощь, но его отбрасывает акула. Осознав, что он поступился своей моралью, М-21 принимает решение помочь Таширо, вцепившись в руку акулы. На крыше здания Ри и Фрэнк приземляются только для того, чтобы обнаружить Таки прямо перед собой. Фрэнк предлагает Ри помочь его друзьям, пока он разбирается с Таки. Фрэнк нападает на Таки, который блокирует атаку с помощью черного ящика. Затем Таки начинает стрелять во Фрэнка из огромной винтовки. Фрэнк уворачивается от выстрелов и подбирается на близкое расстояние, только чтобы понять, что в распоряжении Таки также был пистолет. Фрэнк вовремя спасает себя, поэтому Таки решает использовать Ди-пилюлю, чтобы ускорить процесс. На другом этаже Сара снова находит Хаммера, который пережил предыдущее нападение и теперь находился под действием Ди-пилюли. Тем временем М-21 продолжает нападать на Шарка, который затем отталкивает его. Чтобы защитить учеников, М-21 встает перед нападающим, заставляя его упасть на землю. Осознав, что М-21 теперь на его стороне, Реджис срывает с него наручники и отбрасывает Шарка прочь. Затем Шарк использует Ди-таблетку для усиления, но Реджису все равно удается загнать его в угол. Прежде чем Реджис успевает обезглавить его, Крон спасает Шарка и сам использует Ди-таблетку. Ошибочно приняв, что Крионс пытался ему помочь, Шарк в шоке обнаруживает, что его пронзил Крионс, который раскрывает мотивы своего поглощения других участников с помощью таблетки. После того, как от акулы остались кожа до кости, Мелки выбрасывает акулу и легко парирует все достижения Реджиса. Затем он бьет Реджиса, но решает пощадить его, так как у Реджиса была информация о шкатулке. Видя состояние Реджиса, М-21 пытается помочь, но истекает кровью из-за пореза, полученного ранее. Почти без надежды М-21 находит поблизости Ри, который пробирается внутрь комнаты, держа в поле зрения свою цель – цветные карандаши. Рай разозлился и обиделся после того, как Крен заговорил в его присутствии без разрешения. Он бросает цветные карандаши на землю, используя контроль сознания. Тем временем Таки направляет свой пистолет в упор на Фрэнка. Таки пытается быстро прикончить Фрэнка, так как ему нужно разобраться с Райаном. Услышав это, Фрэнк высвобождает свои запечатанные силы, чтобы защитить своего хозяина. В то же время Сара призывает свое единственное оружие, известное как коса смерти. Она обезглавливает Хаммера и направляется к выходу, но только для того, чтобы увидеть яркую битву, происходящую на крыше. На крыше Тачио пытается уклониться от шипов Фрэнка, но в конце концов его ловят. Когда Такио готовится принять свою судьбу, проблеск лица его сестры заставляет его бороться за выживание. Затем Такио прыгает и стреляет во Фрэнка, который чуть не попадает Фрэнку в лицо. Такио бросается за Фрэнком, но Фрэнку удается обездвижить его. Такио падает на землю, и Фрэнк приближается, чтобы прикончить его. Однако Сара добирается до крыши и понимает, что Фрэнк не был обычным человеком и всего лишь действовал как таковой. Точно так же Фрэнк понимает, что Сара благородный лидер клана, потому что у нее есть единственное оружие. Узнав Сару, Таки просит Сару защитить Таширо, как он спас его ранее в переулке. Фрэнк пощадил Такио, проинструктировав его извиниться перед Таширо после того, как они уберут комнату для допросов. Вернувшись в комнату для допросов, Крэнс сопротивляется контролю сознания, наложенному Раем, и пытается ударить его. Рай в одиночку останавливает его атаку и отбрасывает его к стене. Кранс наносит множество ударов в сторону Рая, который отклоняет их с помощью своего барьера. Отчаявшись, Кран приказывает Тау уничтожить глубокий холм, так что Тау подчиняется и направляется к Крансу, несмотря на протесты Минабу. Кранс поднимает его за шею и требует поторопиться, но застигнут врасплох, когда Тау вырывается из его хватки и бьет его электрошокером. Разгневанный его предательством, Кранс бросается добивать Тао, однако Рай парализует Кранса своей силой, позволяя Тао сбежать. Услышав мольбы Манабу, Рай направляется к Манабу, напоминая ему, что он защитит их, несмотря ни на что, потому что они друзья. Затем Рэй дает гитлеровское приветствие, что позволяет ему манипулировать кровью. Регис распознает в этой способности поле крови, что приводит его в изумление от абсолютной мощи Рэя. Рэй считает уместным уничтожить мелки своей собственной кровью, пролитой в битве. Кранс не в силах продолжать в том же духе, исчезает из жизни, завершая битву раз и навсегда. На следующий день в особняке Фрэнка Такио выходит из бессознательного состояния и обнаруживает рядом с собой 21-летнего Такио в бинтах. В другой комнате Фрэнк замечает, что Рай кашляет кровью из-за напряжения, полученного в предыдущей битве. Прежде чем он смог помочь Раю, Рай сказал ему, чтобы он не беспокоился о нем, и ему действительно должно быть стыдно за то, что он был эгоистом и сломал свою печать без разрешения. Вспомнив о том, что он сломал свою печать, Фрэнк извиняется перед Раем, так как ранее он запечатал силы Фрэнка, и он не должен был использовать свою запечатанную силу. Полномочия без согласия Раи. Фрэнк, готовый принять любые наказания от Рая, был удивлен, когда Рай отменил все наказания, так как он верил, что Фрэнк был прав. Мудр в своих решениях и не стал бы необоснованно ослушиваться Рая. Проголодавшись, Рай и Фрэнк направляются к обеденному столу, где Тао восхищается кулинарными способностями Сары, но еще больше его поражает фирменное блюдо Фрэнка рамен. На балконе особняка М-21 сожалеет о том, что не смог получить информацию о своих неудачных экспериментах и начинает винить в неудаче свою слабость. Однако
Райан убеждает М21, что у него больше потенциала и продолжает показывать ему свою истинную форму. Ошеломленный своими силами, М21 клянется стать сильнее. В другой комнате Тао и Таки решают скрыться от профсоюза, взломав его сервер и объявив себя мертвыми. Беспокоясь о своей сестре, Таки испытывает сильнейший шок в своей жизни после того, как Тао сообщает ему, что его сестры не существовало, а его воспоминания о ней сфабрикованы профсоюзом. Чувствуя себя обузой для Фрэнка, Тао решает уехать с Таки на следующий день. Когда они уезжают, Тао также сообщает М21, что он пытался получить информацию о других неудачных экспериментах. Но все записи уже были уничтожены. М21, чувствуя, что профсоюз продолжит их выслеживать, умоляет Фрэнка предоставить им место в особняке. По соглашению с Райзом, Фрэнк позволяет Таки и Тао также пожить в особняке, превращая его теперь скорее в убежище, чем в особняк. На следующий день Тиширо и Манабу решают продолжить учебу в старшей школе после долгого перерыва и оказываются в окружении еще большей толпы извращенных девчонок. Так как красавчик трио из двух недавно назначенных охранников, состоящие из Тао и Таки, а также М21, заставили всех девушек пускать слюни. Более того, все девушки сходят с ума, когда появляется сам лорд Рис, Рай, что приводит Таширо в депрессию, так как ему никак не удавалось заполучить жену Фу. Во время обеденного перерыва, так как Таширо был мрачен из-за своей несправедливой жизни без девочек, Манабу попросил Рая о помощи, так как он был обаянием всей школы. Рай всего лишь заикается, из-за чего все девочки вокруг него падают в обморок, что приводит к обратным результатам, так как Таширо становится еще более раздраженным и отчаявшимся. Чтобы помочь Таширо в его тяжелом положении, Манабу спрашивает, в какую девушку он был влюблен, и, к сожалению, оказывается, что это Сара. Единственная девушка, которая была такой же, как он. Красивая и такая же бесчувственная, как Рай. Учитывая ситуацию, похожую на ситуацию с красным кодом, Манабу собирает Таки, Тао, М21 и Рай в укромном месте. Чтобы получить помощь в личной жизни Таширо, Манабу умоляет их помочь Таширо, так как все они имели огромный успех у девушек. И он рассказывает, что Таширо направлялся прямиком к крупная рыба Сара. Зная, что свести Таширо с Сарой было невыполнимой миссией, Тао, Таки и М21 пытаются оправдаться и уйти с места происшествия, но они вынуждены помочь, так как Рая просит их помочь ему. После множества попыток Таширо не смог наладить взаимодействие с Тао, Такио и М21 и, не имея сил, решил навестить Фрэнка. В директорской Таширо спрашивает Фрэнка, были ли у него когда-нибудь проблемы с девочками, и, к удивлению Тиширо, Фрэнк отвечает утвердительно. Когда Фрэнк начинает рассказывать свою историю, Тиширо быстро понимает, что у Фрэнка действительно были проблемы с девочками. Но это были проблемы, связанные с избавлением от преследующих его девушек. Каждый раз с тех пор, как он стал красавчиком. У Тиширо есть несколько человек, к которым он может обратиться за помощью, и он решает встретиться с Реджисом, так как он был единственным, кто постоянно находился рядом с Сарой. Поскольку Реджис и Сара были в официальных отношениях, Реджис не в состоянии помочь Тиширо, что приводит к тому, что М21 называет Реджиса бесполезным, поскольку он ничем не помог. Реджис и М21 быстро ссорятся, как всегда, и в результате Реджис решает не помогать Тиширо. Прежде чем Реджис собрался уходить, за спиной Реджиса появляется Рай и приказывает ему помочь Тиширо. Через некоторое время в библиотеке Реджис, Тао, Таки и М21 помогают Таширо написать любовное письмо, но все напрасно, так как Таширо не может написать письмо, не будучи слишком взволнованным, формальный или слишком странный. Таширо, раздраженный, отбрасывает бумагу, на которой писал, и случайно приземляется рядом с карцером Раи. В попытке произвести впечатление на Сару, Таширо разрабатывает план, как произвести впечатление на Сару, продемонстрировав ей свои баскетбольные навыки. Чтобы помочь Тиширо выглядеть круто, Тао, Таки, М21 и Реджис соглашаются играть как новички и позволить Тиширо взять корону. Когда начинается баскетбольный матч, Рай случайно получает контроль над мячом, и так как от него исходила мощная аура, никто не осмеливался приблизиться. Поскольку Рай, чуждый правилам баскетбола, начал передвигаться с мячом в руке, он вынужден отказаться от владения мячом из-за правила о путешествиях. Игра начинается снова, и мяч снова случайно направляется в сторону Рая, который на этот раз грациозно уклоняется от мяча и позволяет ему попасть во владение команды противника. Реджис, теперь уже с мячом в руках, становится эгоистичным, отклоняясь от плана и вступая в соперничество с М21. М21 и Реджис начинают играть друг против друга, пытаясь превзойти друг друга, забрасывая больше мячей, чем другой. Через некоторое время мяч летит в сторону Рая, и он снова завладевает мячом. Чтобы помочь Тиширо, Рай на полной скорости передает мяч Тиширо, и тот заставляет мяч пролететь через 20-метровый блок, чтобы Тиширо смог получить контроль над мячом. У Тиширо есть единственный шанс показать себя крутым перед девушками, присутствующими на корте. Он вскакивает, чтобы нанести удар по мячу, но его единственный шанс упускает Такио, который также забывает о своих мотивах и продолжает выхватывать мяч и забивать сам, заставляя девушек влюбляться в него. Вместо этого безнадежные Таширо и Манабу сидят на улице на скамейке, и Таширо решает перестать гоняться за Сарой, так как он почувствовал, что Сара не испытывает к нему никаких чувств. Вскоре после этого Сара и Реджис подходят к ним сзади, где Сара показывает любовное письмо, которое Таширо выбросил раньше. Таширо, чувствуя себя очень смущенным, спрашивает, дочитала ли она любовное письмо до конца. Сара, подтвердив, что она дочитала письмо до конца, говорит Таширо, чтобы он был самим собой,
потому что он гораздо очаровательнее, когда честнее по отношению к себе и другим. Поскольку они направлялись к дому Фрэнка, Сара передала ему сумку Таширо и улыбнулась в первый раз, когда они вместе направились к особняку Фрэнка. Добравшись до особняка, Манабу и Таширо обнаружили, что все чинно расселись, ожидая, когда они вдвоем выйдут. «Приезжай». По прибытии Фрэнк рассказывает, что Рай собирался переписать их воспоминания о них, так как они знали, кто такие дворяне и сверхлюди. Манабу и Таширо протестуют, но в конце концов соглашаются после того, как Фрэнк рассказывает, что переписывание их воспоминаний было необходимо для их собственной безопасности, поскольку тайна дворян и сверхлюдей была раскрыта, чтобы это оставалось тайной. Рай, заверяя, что Манабу и Таширо не утратят своих чувств по отношению к ним, переписывает их воспоминания, заставляя забыть о том, что они были дворянами и сверхлюдьми. На следующий день Джей Волка. Ландигер, глава благородного клана Ландигеров, наносит визит в Академию. Все дворяне в Академии ощущают присутствие Джагитала в Регисе и Сараба, приветствуя его, поскольку Регис принадлежал клану Ландигеров. Джагитал сомневается в обязанностях Региса, поскольку он очевидно тратил свое время впустую, общаясь с модифицированными людьми. Прежде чем Регис смог ответить, их разговор прерывается, так как Фрэнк, у которого была история с Джагиталом, встречает его у ворот и приглашает в свой особняк. Тем временем в стране знати, называемой Люцидония, нынешний лорд знати Раскраа проводит собрание, чтобы проинформировать другие благородные кланы-лидеры по поводу отъезда Джагитала в Японию. Некоторые дворяне отмечают, что Рёджис и Сара, которым было поручено вернуть шкатулку, хранили молчание в течение нескольких дней. Какое-то время. Это наводит их на мысль, что они намеренно хранят молчание, поскольку, возможно, находятся в сговоре с благороднейшим из них, Раем, которого многие считали предателем, поскольку он якобы предал королеву. Предыдущий лорд, который также был нынешним лордом, отцом Раскраи. После встречи Кариус решил, что слухи о Регисе и Саре слишком самонадеянны, в то время как Раджак все еще не исключает возможности предательства. Рейл, младший брат Раджака, случайно слышит имя Сары в разговоре и вмешивается. Раджак, будучи нынешним лидером клана Керша, напоминает своему брату о его низком статусе и продолжает игнорировать его. Тем временем в особняке Фрэнка Джагитал встречает Райана и рассказывает, что поскольку Вечный Сон был синонимом смерти, многие считали Ри предателем за то, что он привел предыдущего лорда к гибели. Его смерть, несмотря на то, что он был погружен в Вечный Сон. Ведь многие другие предводители благородных кланов также погрузились в Вечный Сон вместе с предыдущим лордом. Разрыв между предыдущими и нынешними дворянами был огромен, так как они отчаянно пытались заполнить пробелы, что сделало Леонию, страну знати, довольно уязвимой. Чтобы восстановить утраченную силу, Джагитал приглашает Рая вернуться в Лукадонию, поскольку он обещал доказать свою невиновность, если захочет последовать за ним. Его в Лукадонию. Выросший рядом с людьми, Рай решает задержаться в своей средней школе еще немного и говорит Джагиталу немного подождать. Тем временем Рёджис и Сара объясняют все о лидерах моллюсков и знати М21, Тао и Такио, поскольку они были сверхлюдьми и ничего не знали о знати. Сара рассказывает, что она была лидером клана Лоэрт. Более того, Регис рассказывает, что Джагитал был его дедом, что было очевидно по похожему участку черных волос между их седыми волосами. Тем временем в особняке Фрэнка, поскольку Рая собиралась остаться еще немного, Джагитал решает остаться в особняке Фрэнка. И вместо того, чтобы поблагодарить Фрэнка за несмотря на его гостеприимство, Джагитал прямо говорит Фрэнку, что не доверяет ему, поскольку Фрэнк был благородным убийцей 820 лет назад и участвовал в убийстве сотен дворян. Вспомнив о своем прошлом, Фрэнк вспоминает, как жестоко убивал аристократов 820 лет назад. Поскольку аристократы смотрели на людей свысока, Фрэнк убивал аристократов, пытаясь заставить их чувствовать себя так же, как люди. Таким образом он получил титул благородного охотника. После событий 80-летней давности, чтобы избавиться от появившегося благородного охотника, предыдущий лорд поручил Джагиталу и Рагеру, лидеру клана Керша, в то время задержать Фрэнка живым. Получив повеление Господа, тихой ночью Джагитал и Рагер вместе с рыцарским орденом, состоящим из благородных агентов, ворвались в резиденцию Фрэнка. Фрэнк, зная, что его убежище раскрыто, начал убегать, но вскоре после этого его загоняет в угол утес. Поскольку бежать было некуда, Фрэнк высвободил свои силы и мгновенно разгромил армию людей. Как только Фрэнк покончил с агентами, Джаджудал и Рагер немедленно последовали за ним и не дали Фрэнку сбежать. Фрэнк, не в настроении сотрудничать, немедленно затевает драку с Рагером. Через некоторое время Рагер велит Джагиталу отойти в сторону, а сам обнажает Картас. Свое единственное оружие, которое является сверхъестественным оружием, которое могут свободно вызывать благородные лидеры кланов и лорд. Увидев, как Рагер обнажает свое единственное оружие, Фрэнк вызывает облака по всему небу, которые начинают излучать фиолетовое электричество. Фиолетовое электричество ударяет Фрэнку в руку и в одно мгновение вызывает его темное копье, его оружие. Фрэнк после соприкосновения мечей с Рагером начинает терять контроль над своим телом, так как темное копье начинает разрушать его душу. Джагитал, почувствовав, что ситуация обострилась, решает поступиться своей честью и присоединяется, чтобы помочь Рагеру 2 против 1 против Фрэнка. Чтобы закончить битву, Джагитал также обнажает свое единственное оружие, и они все одновременно наносят удар, вызывая мощный взрыв. Когда дым от взрыва рассеялся, Фрэнк уже исчез, а кровавые следы показывали, куда он направлялся. Фрэнк, истекая кровью из живота,
вошел в заброшенный и тихий особняк, полагая, что внутри никого не будет. Через некоторое время Фрэнк с удивлением видит таинственного мужчину в темной комнате, который продолжал смотреть в окно, не подозревая, что это был Рай, который вскоре станет его хозяин. Приняв Рая за другого слугу, Фрэнк решил, что Рай – новый дворецкий в особняке. Джеджубил и Рогар сообщают Раю о просьбе лорда встретиться с Фрэнком. Рай официально назначает Фрэнка своим слугой, что вызывает удивление у лидеров благородных кланов. А тем временем Фрэнк продолжает интенсивные тренировки под руководством Рогара. Но Джеджитал по-прежнему непреклонен в своем намерении арестовать Фрэнка за то, что он запятнал имя Рая. Фрэнк, послушный Раю, отправляется на встречу с Господом, но по пути в тронный зал он чувствует ненависть знати. Лорд раскрывает тайну изоляции Рая и предлагает заключить с Фрэнком кровный договор, чтобы увеличить его продолжительность жизни. Фрэнк, не решающийся служить аристократам, вспоминает о том, как он провел полдесятилетия с Раем. Лорд считает, что Рай необходим для защиты знати. Однако Фрэнк высмеивает взгляды лорда, предлагая отменить эту систему. Заинтригованный, лорд оставляет Рай на попечение Фрэнка. После встречи дворяне сплетничают о предложении лорда заключить кровный союз между Рай и Фрэнком. Юрики заметно злится. Позже, когда он занимается домашними делами, Фрэнк приглашает Джагитала на спарринг. Юки, разгневанный тем, что Рай принял Фрэнка, вызывает его на дуэль. Фрэнк сдерживает свою силу, но Юки провоцирует его, что приводит к проявлению Фрэнком демонической формы. Прибывают Рай и лорд, и Рай использует их кровь, чтобы привести Фрэнка в чувство. Фрэнк, забинтованный в особняке Рая, решает заключить с ним контракт на обмен кровью. Оба соглашаются на этот договор, и Фрэнк клянется в верности. В настоящее время Джагитал сожалеет о том, что позволил заключить контракт. Он пытается убедить Фрэнка вернуть Рая в Лусидонию, чтобы доказать свою невиновность, но Фрэнк отказывается, подчеркивая позитивные изменения в Рае. Джагитал понимает, что Рай доволен, и уходит, встречаясь с Реджисом и Сарой. Вернувшись в Лусидонию, Джагитал сообщает Раскрее, что друзья Рая приняли его за кого-то другого. Сомневаясь в его словах, Раскрее пытается прочитать мысли Джагитала, что приводит к его тюремному заключению. Рейл предлагает вернуть Сару, и Раскрее поручает ему это задание. Прибыв в Японию, Рейл мчится в старшую школу Сары, перепрыгивая между зданиями. Он использует контроль сознания, чтобы очистить спортивное поле, предупреждая Сару, Реджиса и Райда о присутствии могущественного аристократа. Почувствовав беду, Тао, Тачо и М21 спешат на крышу, где находят Рейла, который оскорбляет их как людей. Игнорируя вопрос Реджиса, Рейл рассказывает о своей любви к Саре, раскрывая прошлое предложение. Рейл яростно нападает на М21, пока не вмешиваются Реджис и Сара. Сара требует, чтобы Рейл ушел, и та неохотно соглашается, шепча угрозу Саре перед уходом. Реджис сомневается в этом шепоте, но М21 падает в обморок от полученных травм, что требует срочности. «Срочно доставь М21 к Фрэнку, он помещен в регенерирующую капсулу». Реджис объясняет огромную силу Раела как чистокровного Керша. Реджис раскрывает мотивы, побудившие Раела забрать Сару обратно в Люцидонию, что приводит к вопросам о прошлом предложении. Сара рассказывает, что Райл сделал предложение много лет назад, в результате чего он был заключен в тюрьму за то, что впал в бешенство после отказа. Тао и Такио просят Фрэнка провести эксперименты на прочность. Ночью Сара успокаивает взволнованного Реджиса на балконе, удивляя его успокаивающим жестом. Она советует ему поспать, а позже тайком уходит одна, чтобы встретиться с Рейлом. Фрэнк просит разрешения Рая разобраться с Рейлом и получает одобрение, когда Рай снимает печать со своих полномочий. Тем временем Рейл с нетерпением ждет Сару, но снова сталкивается с отказом. Разъяренный, он готовится к нападению, когда вмешивается Фрэнк. Завязывается ожесточенная битва, в ходе которой раскрывается единственное оружие Рейла – Грандия, что удивляет Сару. Борьба обостряется, и Фрэнк провоцирует Рейла использовать весь свой потенциал. Рейл раскрывает повеление Господа, заставляя Сару подчиниться или столкнуться с изменой. Реджис умоляет сопровождать Сару, но Рейл отказывается, ссылаясь на приказ Господа. Когда мы везем Сару в Лукадонию, Рейл смеется, рассказывая о тяжелом положении Джеджала из-за его лжи. Беспомощные, Фрэнк и Реджис возвращаются в особняк, сообщая Рай о Саре и Джигале. После того, как Рай решает спасти их, Фрэнк и Реджис готовятся отправиться в Люцидонию. Тем временем во дворце Раскреи она предвкушает тот день, когда встретится с Раем лицом к лицу, чтобы отомстить за смерть своего отца. Сара в сопровождении Рейла входит в тронный зал для допроса. Как раз в этот момент Раскья сообщает, что Джагитал заключен в тюрьму за ложные сообщения. В поисках правды Раскья расспрашивает Сару о встрече с подозреваемым дворянином во время общения с людьми. Не имея возможности дать четкий ответ, Раскья пытается прочитать мысли Сары, заставляя Сару кричать от боли. Рейл защищает Сару, рассказывая, что они столкнулись только с модифицированными людьми и сильным светловолосым человеком. Так что Раскрия приказывает заключить Сару в тюрьму за нерешительность. Рай, Реджис и Фрэнк садятся на самолет до Люцидонии, чтобы помочь Саре и Джагиталу. Фрэнк заверяет Реджиса в готовности модифицированного человека, и они совершают аварийную посадку в море Люцидонии, планируя добраться до особняка Рая. Лидеры кланов обнаруживают арест Сары и Джеджудела и узнают о крушении самолета. Люди предлагают отправить рыцарей на расследование. В Лусидонии Рай, Реджис и Фрэнк проникают в запретный лес, неподалеку от которого находится особняк Рая. После аварийной посадки они ощущают таинственную ауру и находят оружие души
души предыдущего лорда Рагнарёк. Регис охраняет их, пока Райан проводит расследование. Тем временем переодетый Регис сталкивается с приближающимися рыцарями, но его выдают, когда с него падает маска. Однако модифицированные люди спасают его, раскрывая, что они тайно следовали за ним. Рай признает свою ответственность за бедственное положение Сары и Джагитала. Рай разъясняет, что его обвиняют в смерти предыдущего лорда, так как он не был дворянином. И 21-й ставит под сомнение самый благородный статус Рая. Фрэнк объясняет непревзойденную силу Рая, удивляющую Региса и модифицированных людей. Несмотря на слухи, они поддерживают Рая. Рай вспоминает, как предыдущий лорд предсказывал будущих спутников Рая. Рай направляется в святилище, чтобы встретиться с Раскраей. Это значит сообщить Раскрае о предательстве Реджиса, укрепив ее веру в поддержку Рая. Она подумывает о том, чтобы наказать Джагитала вечным сном, но дает ему шанс объясниться. Раскрая вспоминает свою прошлую ревность к Раю, о которой рассказал Джагитал. В настоящем она требует от Джагитала верности. Джагитал признает, что встречался с Раем в Японии. Раскрая щадит его, но лишает лидерства, готовя к вечному сну. Раскрая поручает Раджаку задержать группу Раи, обвиняя Раи в смерти ее отца. Сара, узнав о судьбе Джагитал, в отместку сбегает из своей камеры. Возвращаясь в Рай, Реджис вместе с М-21 пробираются через лес Люцидонии к дворцу лорда, поскольку им пришлось выступить в качестве приманки для Рая и Фрэнка, чтобы они могли добраться до замка. Легко попасть во дворец. Когда Реджис и М-21 пробирались по дороге, им помешал Рейл, который приземлился прямо перед ними. Вернувшись во дворец лорда, Сара направилась к Джагиталу, но ей помешала Розария, лидер клана Эленор, которая встала у нее на пути. Розария, напомнив ей, что она совершила государственную измену, приказывает ей вернуться обратно в свою камеру, но Сара отказывается это сделать. И через несколько мгновений между ними завязывается битва. Тем временем, после того, как Реджис слышит, что его дедушку Гетуэла принудили к вечному сну, он спешит спасти ее. Тощая кишка, как М-21, уверяет его, что он может вытащить рельс. Тао и Таки, следующие за ними сзади, также уверяют Реджиса, что они были способны справиться с рельсом, когда они были в состоянии справиться с рельсом. Когда они были в состоянии справиться с рельсом, когда они были в состоянии справиться с рельсом. Когда они были в состоянии справиться с рельсом, когда они были в состоянии справиться с рельсом. Съели таблетку Т2, которую им вручил Фрэнк. Не теряя ни секунды, Реджис спешит спасти Сару и Джагитал. В то время как Рейл злится после того, как у него начинается кровотечение, что приводит к тому, что он теряет рассудок и впадает в неистовство. Вернувшись во дворец лорда, Сара использует свое единственное оружие, косу смерти, на что Розария в ответ призывает свое единственное оружие, кровавую ведьму. И они обе вступают в жестокую битву. Издалека Кариус и Раджак замечают Реджиса, бегущего к дворцу лорда. Чтобы остановить Региса, Кариус задерживает Раджака и решает, что он сам остановит Реджиса. Тем временем, возвращаясь к битве между Рейлом и модифицированными людьми, чтобы пули Тачио попали в Рейла, Тау приказывает М-21 заманить Рейла поближе к ним. М-21, будучи мастером провокаций, провоцирует Рейла подойти ближе, что Рейл и делает, и в конце концов попадает в ловушку. Ловушка, которую Тао и Тачио устроили для него. Когда Рейл подошел ближе, пули Тачио начали испускать высоковольтные разряды, которые Тао вложил в пули Тачио, что привело к поражению электрическим током, это приводит его в еще большее неистовство. Когда Рейл вырвался из ловушки, он призвал свое единственное оружие, Грандиаса, в попытке уничтожить модифицированных людей. Раз и навсегда. Наблюдая за Грандиасом, вызванным издалека, Фрэнк начинает беспокоиться за модифицированных людей. Когда он уходит с разрешения своего хозяина Ри, чтобы защитить их от железных дорог. Тем временем Кариус догоняет Реджиса и, поскольку они были в хороших отношениях, советует ему покинуть Люцидонию ради пока что. Отказываясь проявлять трусость, Регис стоит на своем и говорит Кериусу, что он будет сопровождать Джагитала, несмотря ни на что. Видя убежденность Региса, Кериус бросает вызов Регису, чтобы тот прошел мимо него, и говорит Регису, что если он хотя бы немного заденет его, то поможет ему добраться до дворца лорда. Киас избивает Реджиса и предлагает ему пересмотреть свои решения. Однако Регис каждый раз поднимается, пытаясь дать отпор Киасу. Возвращаясь к битве между Рейлом и модифицированными людьми, Рейл теперь со своим единственным оружием, Грандиасом, способен переворачивать доску, играя с М-21, и легко отражать атаки Тачио и Тао. Поиграв с М-21, Рейл готовится поиграть с Тао и Тачио, но его останавливает М-21, который хватает его за ногу и называет поддельным дворянином. Разъяренный Рейл находится в нескольких шагах от того, чтобы покончить с жизнью М-20, но его прерывает его брат Раджак, который появляется и предупреждает Рейла о Фрэнке, который также появился, чтобы защитить модифицированных людей. Фрэнк дает им понять, что Рагар, предыдущий лидер Керши, был с ним на равных. Осознав это, Раджак решает отнестись к нему серьезно и призывает свое единственное оружие. Точно так же Фрэнк призывает свое темное копье и вступает в схватку с Раджаком. Тем временем у гроба своего отца Раскрая выражает свое почтение и кланяется, чтобы безжалостно отбиваться от Рея, поскольку ее отец совершил ошибку, доверившись ему. Она приказывает Лудису привести к ней Джагитала и вызывает Розарию с помощью телепатии. Вернувшись на поле боя, Фрэнк защищается, в то время как Рожек стремительно продвигается вперед. Затем Рожек создает множество двойников и приближается к Фрэнку, который использует свое копье
нее, чтобы уничтожить всех двойников. Видя, как модифицированные люди приветствуют Фрэнка, Рейл наносит им удар. Фрэнк останавливает удар Рейла, но Рожик застает его врасплох. Как человек чести, Рожик также наносит себе раны, чтобы сохранить честный бой между ним и Фрэнком. Тем временем Рёджис падает, истекая кровью, но Кериас удерживает его. Напоминая ему о необходимости сдержать свое слово, Рёджис наносит легкий удар по телу Кериаса, который гордится своей убежденностью. Вернувшись в свой дворец, Раскрея приговаривает Сару к вечному сну, поскольку она защищала Джагитала. Джагитал снова заявляет о невиновности Рея и Сары, но Раскрея не слушает его. Джагитал напоминает Раскрее, что вынести приговор Рею было бы невозможно, поскольку Фрэнк, единственный могущественный человек, которого признал предыдущий лорд, был на его стороне. На поле боя Фрэнк изматывает Раджака, а затем ранит его. Видя, что его брат проигрывает, Рейл пытается передать Раджаку свое единственное оружие, чтобы тот мог сплавить с ним свое единственное оружие. Но Раджак вместо этого ругает его. Их отец Рагер разделил свое единственное оружие и отдал Раджаку и Рейлу по кусочку, что было против знати правила. Услышав, что Рейл хочет соединить части единственного оружия, что фактически отменяет желание их отца, Раджак разозлился на Рейла. Тем временем, при вынесении приговора Джагитал продолжает указывать на непонимание Раскреи прошлого Фрэнка и Раи. Поскольку он называет ее недостойной быть лордом, Джеджил сообщает нынешним лидерам клана об истинной причине ненависти Раскреи к Раи. Все они шокированы, узнав от Джаджитала о предложении предыдущего лорда сделать Раю следующим лордом вместо Раскраи, что вызвало ненависть Раскраи к Рай. Более того, Джаджитал указывает, что Раскрая не предпринял никаких усилий, чтобы узнать какие-либо причины отказа Раи стать следующим лордом. Сбитые с толку тем, что он ругает лорда, лидеры других кланов почтительно просят Джаджитала замолчать. Раскрая призывает Рагнарёк и направляется к Джаджиталу, чтобы погрузить его в вечный сон. Внезапно, когда Раскрая собирался наказать Джаджитала и Сару, из главного входа появился Рей, чтобы спасти их от наказания. Приближаясь к Раскрае, Рай был остановлен Куо, лидером клана Ру, который призвал свое единственное оружие Гарант. Кей использует свои самые сильные атаки против Рая, но это не оказывает на него никакого эффекта, так как Рай сразу же после парирования его атак легко поднимает его и отбрасывает прочь. Розария, лидер клана Элинор, быстро реагирует, призывая свое единственное оружие, кровавую ведьму, которая также оказывается бесполезна, так как Рай легко может отразить все ее атаки. Чтобы защитить королеву от отраженных снарядов, Мургас Луди, лидер клана Мургас, использует свое единственное оружие орка, чтобы блокировать приближающиеся атаки. Росия, не способная защитить себя от собственных атак, падает на землю, когда Мурга Луди занимает ее место и использует орка над Рэем, чтобы сжиматься до тех пор, пока Рэй не будет раздавлен. Устав от тщетных попыток лидера клана, Рай использует свой контроль над разумом, чтобы заставить лидеров упасть на землю из-за огромной силы контроля над разумом. Сара, удивленная тем, что кто-то кроме лорда контролирует умы лидеров клана, спрашивает об истинной силе Рая. Джаджитал рассказывает, что Рай был наблесом, а это означало, что он обладал властью, превосходящей власть лордов, и такие наблесы, как он, были назначены защищать и наказывать лордов. Став свидетелем того, как лидеры кланов поддались контролю разума Раи, Раскрия вступает в битву как овца. С помощью своего единственного оружия Рагнарёка она создает кровавый водоворот, обладающий невероятно сильной аурой. Я чувствую аномально сильную ауру оружия лорда. Все от Фрэнка и его людей до лидеров кланов прекращают сражаться и спешат во дворец лорда. Вернувшись во дворец, Рай, как самый благородный из них, смог парировать сильную атаку Раскраи и отправил ее в полет на крышу. Рай, почувствовав, что она не использует весь свой потенциал, провоцирует ее использовать поле крови, которое было атакой только самых благородных, и благородные лорды могли бы выступить. Спровоцированный на использование поля крови, Раскрая делает все возможное, но все это напрасно, как и Рай в очередной раз сводит на нет ее самую сильную атаку. Отчаявшись, Раскрая падает на землю, плача о том, что она снова проиграла ему, так как ее отец, предыдущий лорд, изначально выбрал ее. Рай вместо нее должен стать господом. Видя, что Раскрая в таком уязвимом состоянии, лидеры кланов снова встают на защиту Раскраи и ее чести. Рай, видя их решимость защитить Раскраю, говорит им, что все это было бесполезно, так как они будут продолжать проигрывать ему, если Раскрая должным образом не овладеет полем крови. Не обращая внимания на слова Рая, они все объединяются против Рая, что доказывает правоту Рая, поскольку они в очередной раз смиряются перед его оперативной мощью. Через некоторое время, устав от боя, Рай решает использовать поле крови на лидерах кланов, поскольку он начинает накапливать кровь с земли, вызывая воздух должен стать темно-красным. Чтобы защитить лидеров клана, Раскрая прыгает перед ними и использует свое поле крови, чтобы нейтрализовать поле крови Рэя. После того, как они перестарались и использовали поле крови, Рэй и Раскрая падают от истощения. Чтобы спасти Рэя от падения на землю, Фрэнк ловит Раю, в то время как Куу хватает падающего Раскрая. Вместе с Фрэнком, Рейлом, Раджаком и сверхлюдьми, которые сражаются за пределами дворца, входят во дворец. И все они становятся свидетелями того, как Рай использует свою руку, чтобы вызвать еще один Рагнарёк. Удивленный присутствием двух Рагнарёков, другой Рагнарёк начинает светиться, что заставляет Раскре как Рагнарёка подняться и спроецировать остаточную мысль предыдущего лорда. Предыдущий лорд показывает, что он добровольно решил покончить с собой, погрузив себя в вечный сон. Более того, он добавляет, что для того, чтобы эволюционировать
эволюционировать, он должен был доверить будущему поколению будущее Люцидонии. Таким образом, он вместе с некоторыми старшими лидерами кланов добровольно покончил с собой. Их собственная жизнь. Джаджитал, будучи одним из тех, кто решил закончить свою жизнь бок о бок с Господом, был послан предыдущим Господом назад, чтобы присматривать за будущим поколением. Узнав правду о Джаджитале, лидеры клана спросили, почему он не сказал им правду. В ответ Джаджитал рассказал, что он сдержался, увидев, как молодые наследники внезапно оказались в центре внимания, чтобы занять место своих предшественников. Добавляя, Джаджитал рассказывает, что поскольку каждый преемник был сбит с толку из-за внезапного изменения состава, кто-то воспользовался этим и распространил слухи о том, что Рай был предатель. Смущенный тем, что не смог выполнить приказ предыдущего лорда, Джаджитал просит Раскрею наказать его за то, что он не был не способен рассказать им правду. Истина. Перед тем, как Раскрея объявила о своем наказании, Кариус бросил Региса перед Джагиталом по просьбе Региса, так как он просил наказать и Раскраю, так как он принадлежал к клану Джагитала. Лидеры кланов, увидев потенциал Региса, попросили Раскраю не наказывать его, так как у него был потенциал возглавить клан. Клан Ландегеров в ближайшем будущем. Услышав мысли лидеров кланов, Раскрая освобождает Джагитала и Сару, обнимает и благодарит Джагитала за то, что он всегда был рядом с ней. Вскоре после этого остатки прежнего лорда исчезают после того, как он извиняется перед Раскраей за то, что не сообщил ей о своей смерти. Когда остатки исчезли, два Рагнарёка сливаются друг с другом, образуя единый сильный Рагнарёк, который Рэй передает Раскрае, поскольку Рагнарёк был создан для благородных лордов. На следующий день после того, как сверхлюди исцелились, Фрэнк получил разрешение от Раскрая забрать Реджиса и Сару обратно в Японию вместе с ними. Тем временем Рай возле дворца лорда встречается с Раскраей, который спрашивает его о том, каким был его отец. Рай, у которого остались хорошие воспоминания о своем отце, говорит ей, что его отец всегда гордился ею, что приводит Раскраю в восторг, когда она смеется от счастья. Через некоторое время Рай вместе с Фрэнком, Реджисом, Сарой и сверхлюдьми покидает Лукидонию, чтобы вернуться в Японию.